Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Сегодня в выпуске европейский политический цирк с конями и финская война со школьными песнями. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с популярной рубрики «Free Palestine». Когда-то международная дипломатия представляла шахматной партией гроссмейстеров. Сегодня это все больше похоже на цирк, где клоуны пытаются импровизировать. И, надо признать, местами получается очень смешно. Вот, например, пропалестинские активисты. Они решили, что выражать солидарность на безопасных площадях Мадрида, Хельсинки, Парижа – это прошлый век. Пора переходить к более решительным действиям. Вооружившись плакатами, лозунгами и абсолютной уверенностью в собственной правоте, они отправились прямиком в Израиль, дабы устроить акцию протеста там, где ее точно оценят. Израильские правоохранительные органы европейским перформансом не впечатлились. Активистам доходчиво, быстро и с применением спецсредств объяснили, что правила поведения митингов в зоне затяжного конфликта несколько отличаются от прогулок по Барселоне или Берлину. Проще говоря, им знатно наваляли и вежливо, или не очень вежливо, попросили покинуть страну. В Мадриде началась настоящая буря. Испанское правительство взорвалось праведным гневом. Израиль обвинили в чрезмерной жестокости, нарушении прав человека, подавлении свободы слова и во всех смертных грехах. К хору осуждающих присоединился и президент Финляндии Александр Стуб. Финские медиа тут же зафиксировали его глубокую обеспокоенность. Свобода самовыражения – это же святое! Особенно, когда выражается в тысячах километров от Хельсинки. Потрепанные, но довольные собой активисты вернулись обратно в Европу. И если в Финляндии встреча героев прошла тихо, то в Испании активисты, почувствовав поддержку собственного правительства, решили устроить несанкционированный бенефис в аэропорту Бильбао. Давайте посмотрим эти незабываемые кадры.
show us The back, just the back. Sorry. Baby, you're okay? Thank you. Free Palestine, Habibi. Thank you. hepsini bekletiyorum. Нашла коса на камень. Утомленная солнцем испанская полиция, видимо, не читает пресс-релизы родного МИДа. Она не прониклась духом международной солидарности и не проявила сострадания к нарушителям общественного порядка. Европейские дубинки оказались ничуть не мягче ближневосточных. Балаган испанцы быстро пресекли, нарушителям выдали ровно ту же порцию силового убеждения, за которую Мадрид совсем недавно яростно осуждал Израиль. И тут на арене появляется Израиль. Наверное, с чувством глубокого удовлетворения израильский МИД вызвал испанского посла на ковер и потребовал объяснений по поводу жестокого подавления мирных протестов и непропорционального применения силы. Испании слово в слово вернули ее же собственные претензии, украсив искренней международной озабоченностью. Круг замкнулся. Правительство Испании оказалось в деликатнейшей ситуации. Теперь нужно либо собственную полицию признать душительницей свободы, либо согласиться, что израильские действия не были такими уж чрезмерными. Эта чудесная история – прекрасная иллюстрация европейской политики. Сначала с пафосом осуждается чужая жестокость, а затем на голубом глазу у себя дома делается то же самое. Потому что своя рубашка ближе к телу. Что касается президента Финляндии Александра Стубба, то по поводу действий испанской полиции он пока предпочитает дипломатично молчать. Финские СМИ тоже удивительно немногословны. Пожалуй, это правильно. Ведь комментируют действия израильской военщины – это международная аналитика, а комментируют действия испанской полиции после этого – это уже опасный жанр политической комедии, от которой лучше воздержаться. А теперь из испанского цирка перейдем в финскую школу. Там тоже веселье на грани помешательства. Мурзик, ставь лайк. Вот так, молодец. Тема насилия в финских школах возникла не сегодня. Я уже рассказывала об этом в своих видео. Кто не видел, смотрите по ссылке в описании. Поэтому, когда появилась очередная статья о насилии в школах ЭСПО, она меня не удивила. Школьный персонал ЭСПО сталкивается все с большим количеством насилия. Учителя жалуются на побои, угрозы, плевки, ножницы, брошенные в лицо, и даже на необходимость носить защитные перчатки и специальные накладки от царапания. Причем речь идет не только о подростках. В статье прямо говорится, что насилие стало обычным явлением даже в младших классах. В 2021 году сотрудники финскоязычных школ базового образования подали около 1500 сообщений о случаях физического насилия, например, об ударах или пинках. В 2024 году таких сообщений было уже 1900. После этого способ отчетности подрихтовали, и данных за прошлый год больше нет. Учителя считают причинами роста насилия, во-первых, отказ от спецклассов. Детей с серьезными трудностями перевели в обычные классы без достаточной поддержки. Во-вторых, переполненные классы и нехватка персонала – ассистентов, психологов, спецпедагогов. В-третьих, рост количества эмоциональных и поведенческих проблем у учеников, импульсивность, слабый самоконтроль, трудности с выражением эмоций. А также влияние семейной среды и в меньшей степени социальные и культурные факторы. В итоге насилие возникает из сочетания перегрузки школьной системы и роста количества трудных случаев в школах. В общем, ничего нового.
за исключением хитрых пасов в статистике. Но затем появилась другая новость из ЭСПО, вызвавшая горячее обсуждение в соцсетях. О ней я расскажу подробнее. Комитет по вопросам равноправия и гендерного равенства при Госсовете Финляндии оштрафовал муниципалитет города Эспо на 10 тысяч евро из-за исполнения традиционных финских песен на школьных праздниках. Во как! Дополнительно рекомендовано выплатить компенсации 2500 евро ученику и 750 евро его отцу. Решение касается песни «Суви Вирси» – гимн лету, которую исполняют на праздниках окончания учебного года, и о рождественской песне «Варпунен Йоулу Аамона» – «Воробей рождественским утром». Чтобы понять абсурдность ситуации, нужен небольшой контекст. «Суви Вирси» – это одна из старейших финских школьных традиций. Эту песню поют на весенних школьных праздниках уже больше 100 лет. И для большинства финнов это просто школьная традиция, а не религиозная практика. Однако в современной Финляндии вокруг нее давно идет дискуссия о религиозной нейтральности школы. Конституционный совет парламента в 2014 году указал, что само по себе исполнение «Суви Вирси» допустимо и не превращает школьные мероприятия в религиозный обряд. Однако в конкретных ситуациях оценивается не традиция в целом, а то, как именно она реализуется. Поводом для нынешнего решения стали жалобы Лаури Ояла, жителя Эспо и отца школьника, который на протяжении 10 лет борется с исполнением в школах песен с религиозным, по его мнению, содержанием. Ояла рассказал журналистам, что почувствовал себя оскорбленным, когда на весеннем празднике его сына перед вручением аттестатов без предупреждения начали петь «Суви Вирси». По его мнению, государственная школа должна быть полностью нейтральной и заранее уведомлять родителей о любых элементах, которые могут иметь религиозные или мировоззренческие ассоциации. Интересно, а к никабу или челме у него претензий нет? В общем, комитет по равноправию пришел к выводу, что муниципалитет Эспо нарушил принцип равноправия. Школы не информировали заранее учеников и родителей о характере части программы и не объяснили возможность покинуть мероприятие незаметно. Именно это стало основанием для штрафа и компенсаций. Под разбирательство попала и рождественская песня «Варпу Йоулу Аамона». Это трогательная рождественская песня о девочке, которая жалеет замерзшего воробья и хочет накормить его. Потом оказывается, что воробей – это дух ее умершего брата, пришедший напомнить о Божьей любви, милосердии и надежде на встречу после смерти. Песня одновременно очень светлая и очень печальная. В Финляндии она считается одной из самых эмоциональных рождественских песен. Формально это не церковный гимн и не религиозная проповедь, а старая рождественская песня, которая в Финляндии чаще воспринимается как культурная традиция. Но теперь и она отнесена к чувствительным элементам школьных мероприятий. В итоге спор не столько о самих песнях, сколько о культурных традициях и религиозной нейтральности школы. Возникает довольно странная картина. В школах Эспо уже много лет идет деградация дисциплины. Учителя говорят о постоянной агрессии, о невозможности контролировать классы, о страхе выходить на работу. Детям все труднее объяснять границы, ответственность и уважение к окружающим. Но при этом государственная система с огромной энергией борется именно с остатками христианских традиций. Не с насилием, не с угрозами учителям, не с подростковыми бандами, а с песнями, которые уже 100 лет поют в финских школах. Теперь многие школы разослали предупреждение родителям, что на выпускном весеннем школьном празднике будет исполняться «Суви Вирси». Например, школа Кулосаарен Yhteiskoulu сообщила родителям, что праздник в субботу будет светским мероприятием, но в его завершении прозвучит песня «Сиву Вирси». В сообщении также указано, что желающие смогут покинуть зал на время исполнения гимна. По данным газеты «Хельсинген Sanomat», аналогично поступили и многие другие школы столичного региона. И я задаюсь вопросом, может быть, проблема не только в нехватке ресурсов и плохой организации,
Может быть, общество само разрушает свою культурную и моральную основу? Я не о религиозной проповеди, а о простых христианских принципах – уважении, ответственности, самоограничении, понимании добра и зла. Потому что если из школы убрать вообще все, что когда-то формировало общую культурную основу общества, то пустота долго пустотой не останется. Ее очень быстро заполнят агрессия, хаос и ощущение полной безнаказанности. Ну и на прощание, если YouTube пропустит, давайте послушаем Суви Вирси «Гимн лету».